Всем привет, на связи канал Эксмо, и сегодня поговорим о том, что волнует многих, а в широком смысле касается абсолютно всех. Да-да, речь пойдет о налогах. И тут как в анекдоте. Ты налоги заплатил? Да. А чего такой напряженный? Да вот, думаю, как объяснить налоговой, откуда у меня столько денег, чтобы их заплатить. Но, как вы понимаете, рассказывать мы будем о налогах применительно к криптосообществу. Итак, сегодня вы узнаете, какие налоги платить владельцам криптовалют в 2021 году, как и куда подавать налоговую декларацию, что грозит за непредоставление налоговой декларации, какой налог действует на сделки с криптовалютой, что грозит за уклонение от уплаты налога. Ну и предложение Минфина по изменению налогового законодательства. А теперь перейдем к конкретике. Ни для кого не секрет, с первого дня этого года вступил в силу закон о цифровых финансовых активах. А ранее и в Гражданский кодекс были внесены изменения, связанные с криптовалютой. Теперь она признается имуществом, запрещается использовать ее как средство платежа, но совершать с ней сделки можно. Давайте разберемся, в каком случае против владельцев цифровых денег может быть заведено уголовное дело, если есть необходимость декларировать свои активы и как получить судебную защиту. Согласно действующему законодательству, криптовалюта приравнивается к имуществу, следовательно, доход от ее продажи подлежит обложению НДФЛ. При этом применяется ставка налога 13%, а с 1 января 2021 года с дохода, превышающего 5 миллионов рублей, ставка вырастет до 15%. О том, что размер налога при налогообложении операций с криптовалютой определяется как разница между доходом от ее продажи и расходом на ее приобретение, Минфин высказывался в своих письмах еще в 2018 году. За неуплату налога также установлена ответственность, размер которой, согласно статье 122 Налогового кодекса Российской Федерации, может составить 20% суммы неуплаченного налога. Но это в случае совершения неумышленного деяния. Ну и 40% от суммы неуплаченного налога, если в действиях налогоплательщика будет установлен умысел. Кроме взыскания суммы штрафа, как санкции за совершенное налоговое правонарушение, налогоплательщику подлежит уплатить и сумму налога, и сумму пени. В этом году физические лица декларируют только доход от продажи криптовалюты. Для этого до 30 апреля необходимо подать все необходимое в налоговый орган по месту регистрации. Это можно сделать и лично, и по почте, либо же через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. В налоговой декларации за 2020 год необходимо отразить доход от продажи криптовалюты, вычесть из этой суммы расходы на покупку этой криптовалюты, даже если она приобретена больше года назад, и разницу умножить на ставку НДФЛ 13%. Налог нужно уплатить до 15 июля. Приведем наглядный пример. Допустим, человек купил биткоин несколько месяцев назад за $16 тысяч, а сейчас продал за $44 тысячи. Ему придется заплатить налог 13% с $28 тысяч в рублях по курсу Центробанка на день совершения сделки. Для этого надо будет заполнить декларацию по форме НДФЛ-3 и приложить к ней распечатки из цифрового кошелька, подтверждающие операции о списании сумм со счета в рублях или иной валюте. Также рекомендуем приложить данные с курсом криптовалют на момент совершения сделки. Ответственность за непредоставление налоговой декларации влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня установленного для нее предоставления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. Согласно пункту 5 статьи 108 Налогового кодекса, привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени. Если налогоплательщик не уплатил долг в установленный срок, но при этом налог рассчитал правильно, с него возьмут только пени. Если неуплаченная сумма НДФЛ за 3 финансовых года превысит 2 700 000 рублей, физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога вплоть до лишения свободы на срок до 1 года. Если неуплаченная сумма за 3 финансовых года превысит 13 миллионов рублей, это грозит 3-летним лишением свободы.
Об этом нам повествует статья 198 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому шутить с неуплатой налогов, в том числе и с криптовалютной сделки, не советуем. Ну и напоследок давайте посмотрим, какие именно изменения предложил Минфин в закон о цифровых финансовых активах. Осенью прошлого года в законодательство были внесены поправки, которые предлагают обязать владельцев криптовалюты предоставлять в налоговые органы сведения о получении криптовалюты, о сделках с ней, остатках на цифровых кошельках, если сумма операций за календарный год превысит эквивалент в 600 тысяч рублей. Майнеры и криптообменники обязаны будут предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с криптовалютами. За непредоставление сведений в налоговый орган проект предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей, а за предоставление недостоверных сведений штраф в размере 10% от суммы поступления или суммы списания криптовалюты, при этом для исчисления штрафа будет применена большая из этих двух сумм. За непредоставление налогоплательщикам в налоговый орган более 2 раз в течение 3 лет указанных выше сведений проектом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Звучит, конечно, пугающе, но есть и относительно хорошая новость. Декларировать криптовалюту закон пока не обязывает. Устанавливающий эту обязанность законопроект о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации только начинает рассматривать Госдума. Вступивший в этом году закон о цифровых финансовых активах лишь говорит о судебной защите по криптовалютным спорам под условием их декларирования в неустановленном пока порядке. Так что, как говорится, растет биткоин, растет и ответственность, друзья. Откровенная халява закончилась, и справедливый меч Фемиды навис над каждым, кто тайно рассовывает сатошики по анонимным кошелечкам. Но где наша не пропадала? Тем более у вас есть мы, канал Эксмо. А значит, подробная информация вам обеспечена. Предупрежден, значит вооружен. Не теряйте связь с нами, и все будет хорошо. Всем пока и удачи!